Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 22 апреля, война продолжается уже 58 дней, и мы рассказываем вам самые важные новости к этому часу. Российские войска отступают из Мариуполя, Япония замахнулась на Курилы, а Европа анонсировала масштабную военную помощь. США готовят новую партию гаубиц для Украины, а под Мариуполем нашли свидетельства геноцида мирных жителей российскими военными. Обо всем этом, а также о военных действиях поговорим через минуту. Но сначала видео из Харькова, где российская армия продолжает обстреливать жилые дома. Каждый день. Это происходит буквально постоянно. И, конечно, мы не должны об этом ни на секунду забывать. Новости военных действий. На самом важном участке фронта российская армия сменила направление атаки. Идут попытки взять населенный пункт Завода к западу от Изюма. Возможно, это часть большого обходного маневра в сторону Боровенкова или даже Лозовой. С другой стороны, российские части продолжают атаковать оборону украинцев в лоб, в Рубежном и Попасной. Сколько раз мы уже слышали названия этих населенных пунктов? Уже больше месяца они топчутся там без какого-либо своего успеха. Даже несмотря на изматывающие артиллерийские обстрелы, украинские войска держатся и очень редко сдаются в позиции. За все время войны атакующим удалось продвинуться буквально на считанные километры. Идут бои за населенный пункт Заречный. Здесь основная цель российских частей выйти к Лиману. Этой ночью была обстреляна больница в Лимане. У нас есть видео. Больницы. Еще раз, это больница. А вот на юге российские войска отступают из Мариуполя после того, как Путин типа отменил штурм Азовстали. Части так называемой ДНР уже вчера приехали в Донецк, перебрасываются и другие подразделения. Конечно, российская сторона объявила о своей победе, и те же кадыровцы записали вот такое видео на фоне горящего дома. Вот прям показательно, потому что воевать с мирным населением — это единственное, что они могут, и то, ради чего их привезли на эту войну. Вчера читал анализ, где описывается то, что вот в этой новейшей экипировке кадыровские убийцы никогда и никуда не идут первыми. Первыми бросают срочников, как мясо, а кадыровцы записывают только видео потом в ТикТок. Несмотря на заявление Путина, обстрелы Азовстали вчера продолжились. И думаю, они будут продолжаться и дальше. Верить Путину нельзя. Также надо понимать, что отступают российские войска из-за высоких потерь в ходе напряженных городских боев. Мы регулярно получали вот из Мариуполя такие видео с подрывами российских танков. К тому же они просто не смогли бы взять территорию завода. Вот посмотрите, красным кругом, несколько красных кругов, где мы нанесли на карту районы, где были бои, которые российская сторона называла боями за Азовсталь. А синими заштрихована вся территория завода. То есть российские части были лишь на подступах к основной части этого огромного комбината. Зеленский заявил, что они готовятся к военному или дипломатическому способам освобождения деблокады Мариуполя. Раньше казалось, что все защитники города будут либо уничтожены, либо взяты в плен. Но сейчас ситуация поменялась, и я вполне допускаю, что и гражданские, и военные, укрывающиеся в Азовстали, смогут выйти и уйти на территорию, которая контролируется Украиной, возможно, даже с оружием. Конечно, самая важная новость — это обнаруженная в Мангуше под Мариуполем огромная братская могила. Вчера мы упоминали об этом, но сегодня появились спутниковые снимки, на которых отчетливо видна сама могила и даже момент ее появления. Вот мы видим, что работают экскаваторы. Мы раньше говорили о том, что счет жертв среди мирных жителей в Мариуполе идет на тысячи. Это огромная, в 300 метров длиной могила, очередное тому подтверждение. Это свидетельство того невероятного военного преступления, которое прямо сейчас продолжается в Мариуполе.
Российские войска вместе с частями так называемой ДНР и кадыровцами не воюют. Они устраивают самый настоящий геноцид украинского населения. Вчера ожидалось, что получится вывести часть мирных жителей из города через гуманитарный коридор. Но Ирина Верещук заявила, что никого вывести не удалось. Российские войска продолжали обстрелы. Об этом говорили и офицеры Азова, защищающие Азовсталь. Что мирных жителей на территории завода много. Они прячутся в разных зданиях, но уходить не рискуют, потому что атакующие продолжают обстрелы. Я думаю, все это указывает еще и на полную потерю контроля. В городе в беспорядке перемешаны российские войска, те самые кадыровцы, полубандитские формирования ДНР, вооруженные примерно как на этом фото. И российское командование ничего не контролирует, а значит и не может обеспечить никаких гарантий мирным жителям от расстрелов, мародерства, от насилия. Но такой-то цели нет. Путин привел в Мариуполь эту банду ублюдков и разрешил уничтожать город. Тем временем Европа ищет новые способы усиления украинской армии. Die Welt цитирует главу Евросоюза Шарля Мишеля, который заявил, что ЕС предоставит Украине 1,5 миллиарда евро для закупок тяжелого вооружения. Словения поставит Украине 54 танка М-84. Это танки Т-72М на самом деле, которые были модифицированы еще в Югославии. Понятно, что это старые машины, примерно те же самые, что до этого поставила Польша. Но с другой стороны, украинским танкистам Т-72 знакомы, и танки сразу отправятся в бой. Но главным поставщиком для украинской армии все-таки остается, угадайте кто? Россия. По данным Пентагона, Украина вообще сейчас имеет больше танков, чем российская армия в зоне боевых действий. В это легко поверить, если взглянуть на данные сайта Oryx. Россия потеряла 531 танк, из которых 212 Украина захватила. Все эти захваченные машины оперативно ремонтируются и вводятся в строй. Еще вчера США анонсировали новый пакет военной помощи, и вот появились уточненные данные. Американцы поставят Украине 72 гаубицы калибра 155 мм, 144 снарядов к ним, а также 121 беспилотник, которые были специально разработаны для этой войны. Япония впервые за 20 лет назвала Курильские острова незаконно оккупированной территорией. Кроме того, в своей дипломатической «синей книге» японцы осудили нападение России на Украину. Тем временем Росавиация посоветовала российским авиакомпаниям летать без GPS, потому что на фоне боевых действий спутниковый сигнал начинает глушить. И тут же Рогозин заявил, что GPS на самолетах можно заменить ГЛОНАССом. Ну что, российским самолетам надо готовиться летать без запчастей, без ремонта, без лицензии. Вот теперь еще и без GPS. Может, ГЛОНАСС там изолентой прицепит как-нибудь. Кажется, что летать в России станет скоро совсем небезопасно. И с самого начала войны все гадали, а где вот этот знаменитый танк Армата? Ну вот тот самый суперсовременный танк, который много лет уже показывают на парадах. А вот Армата найдена, правда снова на параде. Вот фото с одной из репетиций. В Украине не замечено ни одного танка этой серии. Их серийное производство должно начаться только в этом году. Ну и хорошо на самом деле. В этом смысле коррупция Путина спасает жизни, не давая российской армии преимущества в технике. И знаете, что еще подрывает обороноспособность России? Кроссовки, но не простые, а в нужной цветовой гамме. Жители Чертанова оштрафовали на 30 тысяч рублей за кроссовки в цветах украинского флага. Абсолютный маразм. Но чтобы еще проще было находить вот таких врагов Путина, Единая Россия даже запустила бота для доносов. Можно сообщать о фейках в соцсетях и медиа. То есть мало доносов было написано в 1937 году. Мало тех 4 миллионов доносов. То есть мало вытравили свободно мыслящих людей. Русские снова желают истреблять и самих себя, и народа вокруг. И, честно говоря, мне кажется, что недолго, уже совсем недолго до того времени, когда те, кто идет на расстрел по таким доносам, будут утаптывать ногами в могиле тех,
кого расстреляли прямо перед ними, чтобы поместиться. Вот мы этого хотим, такими ботами для доносов, просто идиоты какие-то. Мы продолжим вам рассказывать правду о том, что происходит на войне и вокруг нее. Нас не остановить никакими угрозами, никакими доносами. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и не пропустите наш вечерний эфир в 19 часов. А уже завтра выйдет наша большая итоговая передача за всю неделю, которая называется «Военное положение». До встречи.